Здоровенько. Мы находимся на гонке от организатора «Московские веломарафоны», и это Томилинский веломарафон. И сразу хочу обратить внимание на количество людей, которые вышли на старт. Конкретно в этом старте принимало участие в районе 400 человек. А всего в этом мероприятии было около 600 участников. Лично для меня это самый крупный старт вообще когда-либо. И это также по совместительству моя первая кросс-контрийная гонка. Я давно хотел попробовать что-то подобное. Я давно хотел погоняться, потренироваться на кросс-контрийных трассах. Но у меня нет прям подходящего велосипеда. Поэтому я поставил трансмиссию на свой Schulz Lucky Clover, который был до этого синглом и фиксом. Получили браслеты для электронного хронометража, встали на старт и ждем обратного отсчета. Еще раз смотрим, сколько людей стоит в коридоре. Там какое-то безумное количество. И ждем команду. И потихоньку этот паровоз начинает двигаться. Ну, по интро, я думаю, вы поняли, что что-то на этой гонке у меня пошло не так. На меня постоянно кто-то падал, происходили какие-то завалы передо мной, сзади меня. И по итогу все закончилось тем, что и сам я довольно неприятно разложился. Сломал колесо и не смог продолжить гонку, пешком вернувшись на финиш. Также в этой гонке участвовал наш коллега-гравийник Боря Шандыбин. У него есть свой канал на ютубе «Крути беги». И он, к сожалению, на этой гонке, упав примерно так же, как я, сломал ключицу. И довольно долго, несколько месяцев восстанавливался, пропустив таким образом конец велосипедного сезона. Но сейчас у него уже все хорошо. Вовсю тренируется, бегает, готовится к новому гоночному сезону. Меня на этой гонке определили в категории МТБ, хотя у меня стальной ригидный велосипед, но не на баране. И вот это было ключевым нюансом, из-за чего мне не разрешили выступать в категории Gravel. А вот прямо передо мной в яркой жилеточке на карбоновой саре едет Леша Чепенко. А он, собственно, выиграл в категории Gravel. Вот, молодец, с чем его еще раз поздравляю. Хоть и прошло уже полгода. Вот, мы с ним уже много разных ивентов и гоночек сделали, в том числе Gravel Instinct, который в этом году тоже будет. В общем, вот Леша очень хорошо проехал, а у меня какие-то прям проблемы были все время. Группа хорошо растянулась, пока что идет приятный даблтрек в небольшой обхильчик, есть возможность там повоевать за позиции чуть-чуть. Вот, видно сзади какая прям шеренга образовалась мощная. И, кстати, о проблемах. Мы сейчас подходим к одному из ключевых моментов. Все внимание на товарища справа. Мы едем в такой уже приятный уклончик, в песочный. И вот он что-то ошибается, подрезает товарища и... происходит завал. В общем, я теряю так позиций кучу, ловлю дизмораль, встаю, конечно же, ну, пробуем ехать дальше. К сожалению, после этого моя основная камера повредилась, и у меня из 3 ракурсов у меня осталось 2. Ну, ничего страшного, будем показывать то, что наснимали на другие камеры. Ну, буду немножечко вырезать скучные моменты, не буду прям всю гонку вам показывать. Но самое интересное и любопытное лично для меня, вот постараюсь вам показать. Тут прикольный, красивый вид. Мы сделали так называемую разгонную петлю. Здесь прям гравийный хайвей, прям шикарная дорога. Да, она ухабистая, там с амортизацией было бы, конечно, намного проще. Сейчас мы, сделав круг, начинаем уже потихонечку въезжать в лес. И вот ребята тут что-то слезают, видимо, фляги у них в самом начале гонки начинают вылетать, приходится останавливаться, подбирать. И тут начинается шикарный осенний лес. Пробуем
отвоевывать позиции, пока есть такая возможность. Дело в том, что я все-таки не с нуля поехал, я прикатывал эту трассу, но прикатывал ее буквально в день гонки. То есть я приехал чуть раньше 8 утра, заранее, на улице уже стояла холодина, около 0 градусов, и я решил, что нужно очень чилово, плавненько прикатать эту трассу. Я рад, что я это сделал тогда. Да, у меня сейчас во время гонки уже были уставшие ноги, было немного тяжелее, но зато я знал, что именно меня ожидает. А на трассе были некоторые нюансы, были технические элементы, к которым я не особо готов. И вот эти 2 часа с утра, которые я посвятил прикатке, очень сильно мне помогли увереннее ехать, увереннее себя чувствовать, даже несмотря на то, что я устал. Но лично для себя я понял, что подобные гонки нужно обязательно ехать подготовленным, зная, на что ты идешь. Либо совсем не спешить, ехать в своем комфортном темпе, внимательно смотреть, куда мы едем, почему едем, какие траектории выбираем. Потому что опасности все же есть. Начинаются сингл-треки, и здесь я не особо понял, как, собственно, людей обгонять. Потому что очень много участников, просто безумное количество участников, люди совершенно разного уровня. Ну, допустим, я не очень хорошо езжу кросс-кантри, потому что у меня мало такого опыта, но какая-то мощность в ногах есть, и давить на прямиках я умею. Но я не знаю, что ожидать от других людей, и непонятно было, как вот обгонять. То есть мы сейчас едем 25, хотя на таком спуске там спокойненько можно было до 30-35 разгоняться, но я вот опасался постоянно людей. Вот здесь мы хитрим, находим траекторию, здесь ленту сорвали, опустили, и вот можно было спокойненько проехать, выиграть позиции так 10. Но в другие моменты вот я не понял, как обгонять. Не знаю, может, потом пойму. Хочу особое внимание уделить разметке. Разметка была просто шикарная, шедевральная разметка. Вообще было 0 вопросов, как ехать, куда ехать, почему ехать. Я не смотрел на свой велокомпьютер в принципе. В этом не было нужды. Вот у нас еще одно падение. И тут почему-то парень на меня завалился. Я не очень понял, почему. Видимо, потому что он остановился резко, чтобы не въехать в упавшего, не успел выстегнуться, и вот завалился на меня. Так вот, разметка. Вообще 0 вопросов. Где нужно ленты, где не нужно. Их нету. На деревьях можете обратить внимание цветными такими вот стрелочками отмечено, где чья трасса, где чей маршрут. Очень опасные спуски тоже были помечены, за несколько десятков метров стояли предупреждающие сигналы. И это очень приятный опыт, когда тебе нет нужды думать, куда ехать и анализировать. С другой стороны, я не имею ничего против гонок, где нет никакой разметки. Зачастую это гравийные гонки, гонки на какие-то большие дистанции, где, скажем, там, на 100 километров невозможно просто сделать грамотную разметку, но это просто физически нереально. Но вот конкретно тут разметка была нужна, потому что огромное количество неочевидных поворотов, огромное количество мест, где можно срезать, и это было бы нечестно по отношению к другим участникам. Плюс гонка сложная в плане градиента. Вот мы сейчас видим один из таких затяжных подъемов. Если вы не заметили, как бы я тут по несколько минут вырезаю. И вот мы все ползем. Вот этот апхилл, тут 5 минут я вырезал, а мы все в него ползли. Нечеловеческие какие-то проценты. Вот вроде как на камере сзади получше видно, какой тут подъем. И если бы вот сейчас, находясь на пульсе 190 с лишним, мне пришлось еще и анализировать, куда там ехать, ну, гонка, конечно, не доставила бы мне вообще никакого удовольствия. Но тут в этом плане все круто. Смотрим на стрелочки, смотрим на ленточку и просто едем, куда едется.
начинается злой спуск с технической частью. Я конкретно этот сегмент прикатывал, но передо мной ребята очень челово ехали, и поэтому как-то не пришлось валить. Мы довольно спокойно его прошли. Но я прям с утра несколько раз эту часть проезжал, потому что тут есть маленькие разрывнички и кочечки, которые утром еще были размечены так, что их нельзя объезжать слева или справа. Но вот сейчас, когда мы едем, я смотрю, ленту уже убрали. То есть, видимо, организаторы посчитали, что все-таки надо дать возможность объезжать. Вот я, например, сейчас сэкономил силы, и вот там слева чуть-чуть и справа сейчас тоже объеду ямку. Вот, утром это все было строго загорожено лентой, и это никак объехать, по идее, нельзя было. Ну, здесь организаторы решили упростить немножечко сегмент. Ну и валим, тут быстро набор скорости. Я опять начинаю опираться в других участников, то есть они вообще не крутят. Казалось бы, вот сейчас я хотел бы догнать какую-то часть людей, потому что силы для этого есть, но мужички почему-то не спешат. Я не понимаю, как их обгонять, потому что по траве, очевидно, я не смогу это сделать. А на сингл-треке толкаться широкими рулями как-то не очень хочется. И вот снова упираемся в горочку. Эта трасса была прям насыщена подъемами крутыми и спусками. Было очень весело заезжать. Еще веселее было с этих горочек спускаться. В общем, очень классно. Я не знаю прям много мест, где можно так потренироваться. Впрочем, наверняка для контрил, для МТБшников подобные горки даже и горками-то не считают. Но как тренировка для гравийника, по-моему, очень клево. Так что надо использовать возможности, использовать такие трассы, приезжать, тренироваться и потом ездить на плоские гонки и всех выигрывать. Еще один скоростной сегмент, и снова непонятно, как обгонять. По листве, по траве, на довольно большой для гревела скорости. Рисково. Можно было бы обгонять в горках, но на это нужно силы, которых у меня особо нету, и мой вес под 100 килограмм и стальной велосипед не очень эффективно заезжали в горочки. Ну, я пытался, честно. Однако было тяжело. Ну и как вы уже могли заметить по циферкам на экране, любой спуск неизбежно упирается в подъем. И вот он, очередной подобный подъем. И я пытаюсь что-то там по траве, по листьям обогнать. Пару позиций, может быть, даже и выигрываю, но 12% для моей тушки тяжеловато. Сейчас пролистываем на минутки 4, и, как видите, легче не становится. 14%. Вот сзади какая вереница людей внизу, и все карабкаются в эту горочку. Тут все, процент все больше и больше. Ну и снова небольшой технический сегмент. Но тут уже такой пульс, что вообще крутить не хочется. Ты просто как-то, как мешок с картошкой, по этим контрикам переваливаешься, чтобы уж хоть как-нибудь съехать. Ну да, скорости, конечно, смешные, но что имеем, то имеем. Надо восстановить дыхание, чтобы ехать дальше. Но не успели мы перевести дыхание, и сразу же еще один подъем. Беспощадно. Трасса была длиной всего там 20-22 километра, но спроектирована так, что тебе за глаза этих 20 километров. И причем я ехал полумарафон, а ведь есть полная дистанция, полный марафон для настоящих МТБ воинов, для героев. Вот, и ребята, конечно, страшно валили. Щелкают трансмиссии, как в последний раз, когда нужно там с самой большой задней звезды переключиться на самую маленькую. Сплетаем, спускаемся и опять упираемся. В общем, да, это прям испытание для ножек. Ну вот на каких гравийных гонках вы где-то еще подобное испытаете? Но ведь это же шикарно, это шикарная подготовка.
И тут недостаточно просто наката по плоскочу, здесь нужно целенаправленно тренировать эти подъемы, гравийные подъемы. Мало того, нужно уметь заезжать в эти 20-30% уклоны с правильной развесовкой, правильно переносить вес, потому что у меня лично была проблема, что в паре мест я еду в эти 25%, а у меня начинает отрываться переднее колесо, и я просто на спину начинаю заваливаться. Вот я рискнул все-таки попытаться обогнать по этому сингл-треку людей. И вот видно, это прям вообще супер опасная тема. То есть я там еле-еле протиснулся, и ребята начали там головой вертеть туда-сюда, вот, оглядываться. Короче, не знаю. Довольно сложно в этом плане вот понять, как ехать. Может быть, из-за того, что очень много участников. Такая вот проблема. О, и вот это сейчас будет самый злой спуск на трассе. Вот товарищ на МТБ даже слез. Вот сзади видно просто пропасть. Проценты на карте не совсем правильно показывают. Ну, очевидно, что это все крайне примерно. Но, я надеюсь, на камере было видно, что мы тут просто улетели куда-то в небытие, на дно, и сейчас пытаемся забраться вверх. Ну и вот опять там проценты уклона врут, конечно же. Не было там никаких 70%, такого не бывает. Хотя, черт его знает. Но очень необычный опыт. Нигде ничего подобного на гравийных гонках, по крайней мере, вот в нашем центральном регионе, в Питере, вот то, что проходит, ничего подобного нету. И как будто бы и не было. Гонка Покрова была довольно набористая, рельефная. Гонки от Анатолия Нестерова, которые проходят на юге от Москвы, тоже бывают набористыми. Но все равно она никак не сравнится вот с этой маленькой 20-километровой трассой, где ты без конца куда-то карабкаешься и ныряешь в какие-то пропасти. Надо этот сегмент осваивать и пробовать делать гравийные гоночки с наборами и спусками. То по плоскочу вроде как уже все научились. Тем временем, пока мы тут с вами общались, можно услышать, что я издаю звуки умирающего верблюда. К сожалению, я без пульсометра был. Было бы прикольно, наверное, еще показать, какие значения пульса были на этой гонке. Но я уверен, что там за 200 несколько раз точно переваливало. После гонки я ради любопытства исследовал, на какой же позиции я все-таки ехал. Но сравнивал я себя с гравийниками, потому что в МТБ категории, ну вот на моем велосипеде, при моем навыке контрийных гонок, вообще 0 шансов. Ну, я все-таки считаю свой велосипед гревелом, хоть и странным, и сравнивал себя с другими гревелистами. И вот у меня на видосе постоянно мелькал паренек на гравийничке алюминиевом, и я его потом нашел в чатиках, поинтересовался, каким он приехал. Он вроде как въехал в пятерку, в топ-5. Вот, я ехал примерно на его уровне. Вот, кстати, он прямо передо мной. Вот, и мы с ним постоянно друг друга обгоняли. То я его где-то там обгоню, то он меня где-то там обойдет. И вот мы так вот, как два карася туда-сюда. Вот, и примерно понятно, что если бы я в этом темпе ехал, то, возможно, он где-то в пятерке удалось завершить. Это приятно для меня. Значит, вот среди гревелов какой-то более-менее навык имеется. Вот, надо тренироваться еще, ездить больше таких вот злых трасс. Вот, накатывать. Вот товарищ не выдержал, пошел пешком. Не помню, въеду ли я или тоже спешусь. Так, я тоже пройдусь. Да, ну тут прям очень сложно. Не знаю, от чего это зависит. Я вот почему-то в некоторые подъемы прям не могу заезжать. И начинает просто переворачиваться велосипед, падаешь на спину. Сзади меня видно, что несколько МТБшников тоже спешиваются. Кто-то спокойно въезжает. И тут мне непонятно, то ли это какая-то техника нужна, то ли как-то правильно нужно переваливаться через руль. Короче, надо учиться, больше ездить, больше тренироваться. Ну и, конечно, очень поможет владение подходящим велосипедом, хотя, в принципе, вот я еду на стальном шульце, вот, более-менее успешно. Вот, к сожалению, этот шульц у меня сломался, вот буквально в феврале, в прошлом месяце, у меня треснула рама. Эта рама подо мной отъездила меньше года.
Вот даже 5000 километров она не проехала. Классный сегмент с бревнышками и грязью. Здесь преимущество МТБ резины. Используем, едем дальше. Вот, я обратился в магазин Шульц с гарантийным талоном, попросил, чтобы они рассмотрели возможность заменить рамы. И да, действительно, они согласились, сказали, что на их хромолевые рамы у них там какая-то чуть ли не пожизненная гарантия. Вот, и, собственно, выслали мне новую раму. Такую же раму Lucky Clover, как у меня на этом видео, найти им не удалось. У них там ростовок нету под меня гигантский. И расцветки у них там в этом году поменялись. В общем, предложили мне что-то другое. Я попросил, чтобы они поискали Lone Ranger какой-нибудь. Мне прислали. И, в общем, по гарантии отправили мне Lone Ranger. Вот, сижу, жду на диване. Когда приедет, соберу и снова буду леса катать. Как раз в самое время. Весна, снежок растаял. Грязюка еще влажная. Надо ездить грязищу. Уже совсем скоро начнем ездить на разведки в поисках новой трассы для Gravel Instinct. Это гравийная гонка, которая в прошлый раз проходила во Владимирской области, в районе города Покров. И нужно менять трассу. Нужно, чтобы в этом году для людей она стала сюрпризом, так же, как и прошлое, но в каком-то другом смысле. Может быть, это будет трасса с набором, посмотрим. В общем, Gravel Instinct будет в июле этого года. Следим за анонсами в Телеграме. Там все будет написано. Это гонка сложная, гонка на выносливость, на довольно большую дистанцию. 100 и более километров. Посмотрим, какую трассу мы найдем. Будет трасса также попроще для начинающих гравелистов. Проходить это будет все 2 дня, а может быть и 3 дня. Где-то в лесах, возле водоема. Будем плавать там, кушать, слушать музыку и катать гравел. Тем временем мы проезжаем такой шикарный живописный сегмент. Очень красивое какое-то болотце, водоемчик, не знаю, что это. Коллега не смог заехать, поскольку тут такая прям глубокая колея. Застопорились немножко, пришлось пешочком забираться дальше. И вот мы подходим к сути. Почему же я не доехал до конца? Почему я не финишировал? Казалось бы, ничего не предвещает беды. Едем очень медленно. Совсем маленький уклон. Но я ошибаюсь. Улетаю через руль, делаю сальтуху, разуваю бескамерку на переднем колесе и не имею возможности продолжать гонку. Ну, дальше уже я расскажу из первых уст о том, что произошло, и свои впечатления от гонки. Давайте, передаю микрофон. Короче, бескамерка разулась. Вот. Причем, походу, очень жестко. Ну, видимо, на этом гонка все. Гейм-овер. Сколько мы проехали? 14 километров. 18,3 средняя. Надежда была, что хотя бы доеду. Не получилось. Сальтуху сделал. Вот на этом бревне, кажется, я сделал сальтуху, и на нем же разулся. Ладно. Ну что, отлично прогулялся, к финишу уже подхожу. Трасса огонь, разметка охрененная, в целом все здорово. Короче, мой косяк, что не подготовился. Я как минимум, если едешь на бескамерке, то надо брать СО2 с собой. Пару баллонов. О,
Здорово. А ты что, Господин гонщик. Чё, как оно? без камерку разул? Блядь, пиздец. Ты можешь что-нибудь проехать, чтобы без проколов?